Всем привет! В этом видео мы с вами рассмотрим, как сделать ремонт машинки Cheyenne Pen. Проблема стандартная, в принципе распространенная. Отъехала пружина, нам необходимо разобрать машинку и ее заменить. Единственное, что видео не покажется момент разбора, так как я делаю повторный ремонт. До этого мне уже приходилось разбирать машинку, на всем этом герметике было довольно-таки трудно. И, к сожалению, моя машинка это не перенесла бесследно. Остались небольшие царапины и сколы, но мне получилось ее разобрать. Если вкратце, то для этого нужно нагревать машинку по резьбе. Делать это очень аккуратно, чтобы не перегреть мотор и внутренние компоненты. От температуры резьбовой герметик рассохнется, и у нас появится возможность раскрутить машинку. Если же вас интересует вопрос, почему я не отправил по гарантии в Германию, то ответ очень простой. Во-первых, у меня не было времени, так как я уезжал через неделю за границу работать. Во-вторых, мой коллега отправил машинку по гарантии, и ему уже больше полугода ее не возвращают. Итак, разобрав машинку любыми способами, мы можем посмотреть, что происходит внутри. Конкретно в моем случае пружина съедена примерно наполовину. Все это проявляется в ужасном звуке, который исходит от машинки. Она тарахтит, троит и также изнашивается наш пьяный подшипник. Точнее, пластиковая насадка на него. Поэтому нам необходимо сделать ремонт, так как я считаю неприемлемым работу со сломанной пружиной. Также список задач пополняется тем, что надо все очистить хорошенько. Будем для этого использовать антисептик, но для начала все разберем. В этом нет абсолютно ничего сложного, как бы это ни прозвучало, но машинка за 40 тысяч абсолютно проста в разборе и ремонте. Если же в конце видео у вас останутся вопросы, вы можете задать их в комментариях, я на все отвечу. Вытащив вал, мы можем посмотреть, что осталось от нашей пружины. Жизнь ее явно не пожалела, я в очень плотном режиме работал около года, исключительно этой машинкой, поэтому неудивительно, что пружину съела так жестко. Также считаю уместным проверять время от времени, что происходит внутри вашей машинки, так как все равно, если вы работаете картриджами без мембраны, туда может попадать краска, и это очень плохо влияет на всю систему в целом. Причем не важно, насколько качественно у вас картридж. Я в основном работаю квадроном, и как видите, все равно в тачке много краски. Вопрос с пружиной будем решать кардинально, будем доставать ее из зажигалки Big. Ровно на такой же пружине эта тачка проработала уже целый год. До этого она также год проработала на своей родной пружине с завода. Поэтому делаем вывод, что пружина из зажигалки ничем не хуже заводской, и ставим ее на машинку, предварительно укоротив по нужным нам размерам. Но не забываем предварительно все обработать внутри антисептиком и максимально очищаем корпус изнутри. Пружина зажигалки практически идеально становится на вал машинки. При сборе машинки первым делом вставляем вал, чтобы он немного выглядывал, после чего надеваем на него пружину. После того, как установим вал и пружину на свое место, останется только закрепить втулку. Она фиксирует вал на своем месте, и поэтому будем втулку сажать на суперклей. Важно не попасть клеем на сам вал. Надо смазать только втулку, чтобы она держалась на своем месте. В принципе, ремонт можно уже считать завершенным, осталось только смазать наши механизмы и собрать все воедино.